Первый ряд набираем 25 воздушных петель плюс 2 петли подъема. Наш хвостик я заворачиваю сверху и в полученную петельку достаю петлю. Вдеваем крючок и набираем 27 воздушных петель. Двадцать 25 петель у нас подошва и 2 петельки подъема. Смотрите, наша цепочка, мы ее переворачиваем, и вот у нас по центру идут перемычки. Мы начинаем вязать с 3-й перемычки. Первые 2 перемычки это от петель подъема. Вязать начинаем прям за 3-ю перемычку. Вот прям под нее вводим крючок, эту петельку подзатянем, достаем петлю и провязываем столбик без накида. Всего мы с вами вяжем 12 столбиков без накида. Один провязали, еще 11. За перемычки. Пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Смотрите, если мы с вами вяжем за перемычки, у нас с вами сверху сердечки и снизу остаются также сердечки. Значит, мы с вами провязали правильно. Дальше в следующие 2 перемычки мы с вами вяжем 2 полустолбика с накидом. Дальше мы с вами вяжем 6 столбиков с накидом. Также вяжем все время за перемычки. Шесть столбиков с накидом. Пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 2 полустолбика с накидом. Следующие 2 перемычки 2 столбика без накида. У нас с вами осталась 1 петелька, мы в нее будем вязать непосредственно в центр, да, уже не за перемычку, а в центр. И в нее мы вяжем 4 столбика без накида, 2 за правую стенку и 2 за левую стеночку петельки. Так, за правую 2 столбика без накида, 1, 2. Переворачиваем наше вязание.
первый ряд будем вязать теперь в обратную сторону. И в эту же петельку вяжем еще. Так. 2 столбика без накида. Раз. 2. Хвостик пока не заправляйте, если у нас получится с вами большая дырочка. И вообще мы по итогу подошвы его, этот узелочек распустим, чтобы у нас с вами под ногой ничего не мешалось. Итак, вяжем с вами в обратную сторону. В следующие 2 петельки, начиная вот петелька, которая у нас как рогатка раздвоена, прям за нее, за обе стеночки вяжем 1-2 столбика без накида. Вот прям первая петелька, которая у нас как рогатка, за обе стеночки. Первый столбик и в следующую петельку второй столбик. Вот у нас с вами получается, мы вяжем за обе стеночки, и у нас между рядами, да, по центру нету никакого отверстия. Очень плотно будет сидеть центр подошвы. Далее вяжем 2 полустолбика с накидом. Два столбика без накида, 2 полустолбика с накидом. Дальше вяжем 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, 6. И еще один, 7. Далее мы с вами до нашей пяточки вяжем 13 столбиков без накида. Мы с вами закончили вязание ровно над первой петелькой первого ряда. У нас с вами остались 2 петельки подъема, вот они, да, на пяточке, и мы прям под них, под эти петельки провязываем 3 столбика без накида. Первый в эту же, второй и сюда же 3 столбик без накида. Первый ряд правой подошвы у нас с вами закончен. Второй ряд мы с вами вяжем 11 столбиков без накида.
11 столбиков без накида. Пересчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Дальше вяжем с вами 10 полустолбиков с накидом. Десять полустолбиков с накидом. Пересчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Мы с вами подошли к двум петелькам на мысочке. В них в каждую мы вяжем комбинацию. В первую петельку мы вяжем 1 столбик без накида, второй удлиненный столбик без накида, то есть мы достаем петельку, делаем одну воздушную петлю и уже после этого провязываем столбик. Следующую, во вторую петельку, вяжем в обратном порядке. Сперва вяжем удлиненный столбик, достали петельку, сделали воздушную петлю и провязали столбик. И в эту же петельку столбик без накида. Вот такая комбинация у нас с вами получилась на мысочке. Начинаем наш ряд в обратную сторону. Вяжем 3 столбика без накида. Далее вяжем 2 полустолбика с накидом. Далее вяжем 5 столбиков с накидом. Пересчитаем. Раз, два, три, четыре, 5. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Дальше вяжем 14 столбиков без накида. Мы провязали 14 столбиков без накида и подошли к нашим 3 петелькам на пяточке. В каждую из этих 3 петелек вяжем по 2 столбика без накида.
Пяточку можно связать квадратной, чтобы она была квадратная. Вяжем по правилам бабушкиного квадрата. То есть мы с вами, провязав 14 столбиков без накида, в следующую петельку вяжем 3 столбика без накида, в центральную 1 и в угол снова 3 столбика без накида. Так, второй ряд правой подошвы у нас с вами закончен. Третий ряд мы вяжем 26 столбиков без накида. Провязав 26 столбиков без накида, мы с вами подошли к двум центральным петелькам на мысочке. В них мы вяжем комбинацию. В первую мы вяжем столбик без накида, и сюда же вторую петлю вяжем удлиненный столбик без накида. Достали петельку, сделали петлю подъема и провязали столбик. Во вторую петлю вяжем в обратном порядке. Сперва удлиненный столбик, сделали воздушную петельку и провязали столбик, и в эту же петельку столбик без накида. Далее мы с вами вяжем 3 столбика без накида. Дальше вяжем 8 полустолбиков с накидом. Далее вяжем 16 столбиков без накида.
16 столбиков без накида провязали, мы подошли к нашим центральным 4 петелькам на пяточке. Смотрите, если вы вяжете квадратную пяточку, то опять дальше в угол мы вяжем 3 столбика без накида, центральные 3 петельки вяжем по одному столбику, и в угол снова 3 столбика без накида. Да, это для квадратной пяточки. Мы с вами вяжем круглую, поэтому в следующие 4 петельки мы с вами вяжем по 2 столбика без накида в каждую. Завершаем наш ряд одним столбиком без накида в следующую петлю. Третий ряд правой подошвы у нас с вами закончен. Четвертый ряд мы с вами вяжем 28 столбиков без накида. Двадцать 28 столбиков провязали, мы с вами подошли к центральной петельке, в нее мы вяжем 2 удлиненных столбика без накида. Достали петельку, сделали воздушную петлю и провязали столбик. И в эту же еще раз достали петельку, воздушная петля и провязали столбик. В обратную сторону мы с вами вяжем 30 столбиков без накида.
30 столбиков мы провязали. Если вы делаете квадратную пяточку, то мы вот где вы провязывали 3 петельки, да, вяжете первый столбик, и во второй уже делаете сразу соединительную петельку, да, и закрываем ряд фальш петлей. Здесь мы провязали 30 столбиков. Мы в следующую петлю делаем соединительную, то есть достали петельку и сразу пропустили ее через ту, что на крючке, и обрезаем нашу ниточку. Я беру крючок покороче, мы наш хвостик, петельку достаем, и смотрите, через одну петельку, вот мы петля сделали соединительный столбик, одну пропускаем, и через одну с изнанки на лицо вводим крючок, захватываем наш хвостик и протягиваем его насквозь на изнаночную сторону. С этой стороны мы с вами цепляем под перемычку в центр петельки, откуда наша нитка вышла, до нашей крайней петельки, берем хвостик и протягиваем насквозь на изнаночную сторону. Подтягиваем нашу петельку, чтобы у нас с вами краешек был ровно из сердечек. Подтягиваем ее до размера всех петелек. И с этой стороны немножко убираем хвостик к центру. Наш с вами начальный хвостик. Если вы закрывали, как я, петельку первую делали, да, то мы вот прям в этот узелочек вводим крючок. Вот откуда ниточка торчит. И вытягиваем наш хвостик из этой петельки обратно. Так, не хочет. Вот мы ее достали, вытягиваем. В этот же опять хвостик вставляем крючок. И наш хвостик вытягиваем второй раз. И теперь тихонечко затягиваем и дырочку, и наш бугорочек, да, чтобы он был, точнее, чтобы его не было. И также чуть-чуть заправляем хвостик вдоль подошвы. И наши хвостики обрезаем, чтобы они нам не мешались. Первый и второй. Наша правая подошва готова. Если вы вяжете двойную подошву, мы вяжем вторую точно такую же. И наши подошвы отпариваем. Отпариваю я просто, накрываю махровым полотенцем и сильно с нажатием, сильным паром всю ее пропариваю, придаю форму. Смотрю, чтобы у меня прямая линия, центральная линия была прямой. Всю ее расправляю. Расправили, перевернули, еще раз накрыли и еще раз отпарили. Вот что у нас с вами получилось. Вот такая вот подошвочка. Если будем приклеивать подошву, мы ее будем делать одинарной. Перед проклейкой ее обязательно мы обвяжем сейчас. Если вы будете делать двойную подошву, то мы ее будем сшивать точно так же, как и обвязывать одинарную подошву. Разница только в том, что при обвязки одинарной подошвы мы ее обвязываем одну, а если у вас две, то вы обе складываете одна к одной, обе лицом кверху, чтобы они у нас были петелька к петельке, одна на одну кладем, и в любом месте, обвязка у нас не важно, откуда вы начнете, начинаем обвязывать. Вводим крючок за крайнее сердечко. Если у вас две подошвы, ровно, да, через оба сердечка двух подошв, цепляем ниточку, достаем петельку, в следующую сердечко просовываем крючок, достаем
еще одну петельку и сразу протягиваем ее через ту, что на крючке. Этот хвостик пока оставьте, не убирайте, мы им в конце будем закреплять наши хвостики. И вот таким образом мы с вами обвязываем либо одинарную, либо сшиваем двойную подошву. Вот эти петельки не затягивайте, особенно на мысочке, мы из них будем вязать узор, и если они будут очень туго провязаны, то при вязании за них у нас подошва с вами будет тянуть вверх, подошва, краюшки начнут заворачиваться. Смотрите, если, чтобы приклеить подошву, чтобы у нас не мешался задние перемычки, от сшивания подошвы, и мы могли приклеить ее ровно по краюшку. Сейчас я вам покажу. Чтобы у нас вот так вот сердечки шли ровненько, да, и не видно было перемычечек, вся подошва без обвязки у нас ровно приклеена была. Мы с вами петельку, когда достаем, ее прям вытягиваете, чтобы у нас перемычка вошла как можно глубже в само полотно. И после уже продеваем через ту, что на крючке. И вот таким образом мы с вами сшиваем всю подошву по кругу, в каждую петельку. И встречаемся, когда провяжем последнюю петельку. Вот мы с вами провязываем последнюю петельку. Перед той, вот откуда у нас хвостик. И обрезаем нашу ниточку. Я беру потоньше крючок. Достаем нашу петельку обратно. И вот смотрите, крючок снаружи внутрь заводим под первое сердечко, под обе стеночки. Так. Цепляем наш хвостик и вводим его насквозь. С этой стороны через наши, вот откуда хвостик, да, предыдущее сердечко, если у вас две подошвы, через оба сердечка проводим сбоку петлю и просовываем ее в нашу крайнюю петельку, откуда наша ниточка вышла. Берем наш хвостик и протягиваем его на изнаночную сторону. С этой стороны подтянем хвостики, чтобы у нас с вами сердечки были ровные. Все, у нас с вами ровная подошва, где начало, где конец, не видно. С этой стороны, если у вас двойная подошва, мы с вами завязываем узелочек, завязываем вот таким образом, чтобы у нас с вами именно узелок ушел внутрь, а сверху была прямая вот веревочка, как и перемычки. На одинарной подошве я на самом деле не делаю никаких узелков, ничего, просто ее к центру чуть-чуть заправляю. Она приклеится здесь, и у нас наши ниточки никуда не денутся. Если у вас двойная подошва, да, то мы сделали узелок и ниточки заправили между двух подошв просто. В одинарной мы их спрятали и лишние кончики обрезали. Нашу подошву можно перед проклейкой и еще раз ее отпарить с двух сторон, чтобы она у нас была прямая. И правая подошва у нас с вами закончена. Смотрите, касаемо размеров. У меня подошва получилась на 35 размер. При расчете подошвы учитывайте, что у нас форма стопы, да, не предусматривает настолько острый мысок, и поэтому у нас сверху 2 сантиметра, они всегда будут до пальчиков. То есть, если вы считаете, например, вяжете на 38 размер, вам нужно 25 сантиметров подошвы, то у вас размер должен идти, не доходя 2 сантиметров до мысочка, да, 25 сантиметров должны быть вот здесь на самой подошве. У нас мысочек остается без пальчиков, он будет открытый.
Касаемо ширины тапочка. Если у вас прям очень широкая нога, то рекомендую просто шнур номер 3 заменить на шнур номер 4. Это увеличит всю подошву и в длину, и в ширину, нежели там здесь менять высоту петель. Можно попробовать связать, например, третий ряд или четвертый полустолбиками с накидом. То есть мы поднимаем высоту петель, и за счет этого у нас будет расширение подошвы. Правая подошва закончена, и переходим к левой.